Привет, меня зовут Иван, и сегодня мы с вами будем апгрейдить ноутбук. Вот такой вот прекрасный ноутбук Acer мне достался для апгрейда. Сущий подарок. Скоро вы узнаете, почему это так. Ну а теперь давайте приступим и начнем. Откроем его, чтобы посмотреть, что это за ноут. Моделька какая. Core i3, адаптер NVIDIA. Acer Aspire E15 E5 576G 3243. На борту Core i3, NVIDIA, 8 гигабайт оперативки и обычный жесткий диск 1000 гигабайт. Как обычно, мы для начала замерим, сколько же он грузится по времени. Вот, ничего делать не будем. Сейчас поставим только таймер и включим ему адаптер питания, чтобы сразу, как говорится, он был с электричеством. Ну что, и запускаем таймер, да? Запускаем таймер и сразу нажимаем на старт. Старт и пуск. Вот, начали. Время 5 секунд. 8, 9. Обычный жесткий диск — это обычно узкое горло у всех ноутбуков. Собственно говоря, этот не исключение. Поэтому-то мне мой товарищ, друг Юрий и попросил его разогнать, что-то с ним сделать, чтобы он работал быстрее. Ну, собственно говоря, мы ему заменим жесткий диск на SSD, как мы обычно делаем. Память менять не будем, потому что памяти достаточно. Итак, вот уже 35 секунд, 36, 37, 38. Довольно-таки быстро, несмотря на то, что обычный жесткий диск. Ну, минута. Но пока еще до конца не прогрузился. Не понял, что так быстро. 1 минута 03, 1 минута 04. Запускаем браузер Chrome. Минута 20. Ну вот, браузер Chrome пытается запуститься. Оп, запустился. Так, ну что, можно что-то набрать в адресной строке? Пока не дает. Все, дает набрать. Минута 43. Останавливаем. 45, 40. Минута 45. Вот наши результаты видны. Ну давайте приступим к апгрейду и замерим после апгрейда, что получится у нас. Сбрасываем таймер. Так, где бы мне эту камеру поставить? Наверное, я поставлю ее где-то здесь вот. Сбоку. Итак, не откладывая, приступаем к разборке ноутбука. Вот у нас есть специальная мышка от этого ноутбука. Мы ею сейчас тут все закроем и скажем ему: выключайся. Завершение работы. Значит, короче говоря, конечно, он очень медленно. Вообще-то завершение работы произошло. Закрываем. Вот что хочу сказать, значит, в чем, собственно говоря, радость моя, в смысле апгрейда этого ноутбука. Сейчас вы увидите, когда мы его вскроем. Начинаем вскрывать его основной отсек. Здесь всего 3 винта. Раз, 2 и 3. Здесь вот надо подковырнуть вот так клипсу, чтобы отошла, и открыть отсек. Так. Вот что мы видим. Здесь есть 2 модуля оперативной памяти по 4 гигабайта, это 8 всего, и обычный жесткий диск на целый терабайт. Обычный SATA диск. Но мы видим, что здесь вот еще есть слот, вот такой вот слот для M2 формата жесткого диска, вот такого SSD. И сейчас мы его сюда как раз и вставим. То есть в этом-то и есть подарок, потому что не нужно то, что мы раньше делали. Не нужно менять обычный жесткий диск вот этот на SSD. Можно просто взять и добавить SSD-шничек, на который потом мигрировать операционку. И, собственно говоря, останется этот диск, а этот SSD станет основным. И все будет быстро работать. Здесь хороший вот этот вот вариант второго диска. Единственная проблема, ну не проблема, а опция в том, что этот жесткий диск только SATA может быть формата.
То есть PCI-Express NVMe не поддерживается, и поэтому скорость будет не больше, чем там 600 мегабайт в секунду. Вот я купил такой вот для этих целей SSD-шничек фирмы Hyundai. Вот он, видно его? Hyundai. Вот он вот такой вот. Он именно SATA 3. То есть он вот как бы, как говорится, SATA 3, который должен встать вот в этот слот. Мы берем и откручиваем здесь вот винтик, который как раз крепит этот диск. Раз. Вставляем диск аккуратненько. Вот так вот наискосяк. Вот он торчит вот так наискосяк. Потом мы его прижмем и закрутим вот этим винтиком, который мы сняли. Собственно говоря, вот так. Вот с другой камеры должно быть хорошо видно. Вот мы его прижали. Все, фактически наш железный апгрейд закончен. Мы установили диск, и что самое интересное, в общем-то ничего менять не пришлось. Сейчас мы закроем крышку, потому что, как я выяснил, без закрытой крышки этот ноутбук не грузится. Это очень правильное решение. Завинтим винтики. Винтики должны быть завинчены, чтобы был порядок, как говорится. Вообще ноутбуки Acer я очень люблю, потому что они очень хорошо подвергаются апгрейду. Кто-то мне тут что-то написал. По расписанию обед у меня. Ну что же, значит скоро будем обедать. Так, теперь нам очень важно, следующий этап будет производиться с помощью такого вот диска Сергей Стрелец, образа точнее загрузочного, который у меня записан вот на такой вот прекрасный накопитель, который эмулирует образа ISO как внешний CD или DVD диск. Прекрасная штука, она поддерживает еще шифрование фирмы IODD. Но шифрование я не использую, но зато очень удобно засунуть туда, закинуть кучу образов разных. Таким образом, иметь возможность устанавливать разные системы или грузиться с разных загрузочных образов. Так, давайте теперь мы будем снимать только экран. Так, питание я включил. Откроем экран. Здесь нам важно посмотреть, что BIOS определил наш диск. Поэтому сначала мы зайдем в BIOS этого компьютера. Нажимаем кнопку питания и сразу давим кнопочку F2, чтобы зайти в BIOS. Получается? Получается. Вот мы зашли в BIOS. Стрелочками перемещаемся на информацию и видим, что у нас здесь HDD1 есть модель name HTM2S-T5. Serial number такой-то, то есть диск нам виден. SATA модуль, SATA режим AHCI. Ну а в режиме загрузки пока что виден только один диск старый, почему-то в двух экземплярах, непонятно почему. Сохраняем изменения, выходим, но перед этим мы подключаем наш внешний вот этот вот мега диск с образом Сергей Стрелец. Вот он, происходит загрузка, включение этой коробочки, да? Вот происходит включение. Сфокусируется наша замечательная камера. И у нее видно, что здесь WinPE10.8 Сергей Стрелец. Значит, что здесь нужно сделать? Нужно уловить момент, когда компьютер начнет грузиться, чтобы он этот диск увидел. То есть сейчас мы нажимаем Enter и выходим, а потом сразу давим F2, чтобы снова попасть в BIOS. Итак, нам удалось зайти в BIOS, просто сделав мягкую перезагрузку, чтобы вот это устройство у нас осталось в загруженном виде. Чтобы избежать таких проблем, ну, у этого устройства просто тоже есть питание, и оно должно загрузиться, чтобы подтянуть, подхватить вот этот образ. Можно использовать просто флешку с образом Сергей Стрелец, тогда с этим проблем не будет. Переходим в раздел Boot, загрузка. Здесь есть Boot Priority Order, то есть порядок загрузки. Нажимаем F6, чтобы поставить вот этот вот наш эмулятор USB CD-ROM наверх, сделать первым устройством, да, и сохраняем изменения. Выходим, сохранив изменения. Сейчас компьютер должен будет загрузиться с вот этого нашего внешнего носителя, только нужно будет опять нажать паузу, чтобы он успел стартовать и подхватить его. Итак, вот нам все-таки удалось стартовать меню Сергея Стрельца. Вот его видно, да. Загружаем первый же пункт. Загрузка файлов идет довольно-таки быстро, потому что это SSD-шничек внутри у этого девайса. Грузимся в меню Сергея Стрельца. Тоже занимает какое-то время, хоть и небольшое. Прекрасная утилита, конечно, без нее вообще просто как без рук. Но для таких ноутбуков, конечно, лучше сделать флешечку, а не вот такой вот диск. Так, вот мы загрузились.
Теперь самое важное. Здесь много разных утилит. Я много их всех перепробовал. Для нашего случая миграция операционной системы с одного диска на другой. Лучше всего подходит программа Paragon. Переходим в программу WinPE. Жесткий диск. Paragon. Hard Disk Manager. Вот этот вот. Он запускается. И у него есть вот такой вот прекрасный пункт. Копирование и миграция. Вот, миграция OS на SSD. Выбираем его. Сейчас он проверит железо всяческое, что тут у нас есть, какие у нас есть операционки, где. Нажимаем дальше для анализа оборудования. Идет анализ оборудования. Сканирование разделов, поиск установленных систем. Итак, вот у нас есть диск 1, модель. Вот он что говорит, мастер скопирует. Он говорит, сразу выберите целевой диск. Он понял, что у нас есть исходный диск, вот, который есть у нас OS на 1 терабайт, да? У нас другого нет. И у нас есть целевой диск. Он понял, что вот этот какой-то внешний диск раздел, да, тоже, он тоже внешний, а есть диск 1, модель HTM. Это Hyundai, вот этот вот наш диск на 512 гигабайт, фактически 476,9 гигабайт. То есть он скопирует вот этот вот Windows на вот этот вот диск. Диск 1, выбираем его, это наш диск, который нужно. Сейчас он нам оценит и предлагает следующие варианты. Мастер скопирует вот этот раздел на диск 1. Емкость диска позволяет скопировать раздел, включать операционную систему, программы и пользовательские данные. На целевом диске еще останется 374 гигабайта свободного пространства. Выберите папки, которые нужно скопировать. Нам нужно все скопировать, поэтому ничего выбирать не будем. Для интереса можно посмотреть. Да, вот сейчас мы нажмем, тут выбрано все. Тут выбрано все, кроме Hibernation файла и Page файла. Так и надо. Окей. Что здесь можно? Использовать все доступное место для раздела OS. Используйте данную опцию для расширения раздела с OS, чтобы он занял все доступное место на диске. Эта опция рекомендуется, если вы не собираетесь создавать другие разделы на диске, на которые вы производите миграцию. Да, это нам подходит. Переключить EFI на загрузку с целевого устройства. Но это мы переключать не будем, потому что и так это работает. Я проверял без этого пункта. Но для пущей уверенности, если вы не уверены и точно хотите в EFI BIOS переключить вот этот вот параметр, можно это сделать. Я уже на этом ноутбуке пробовал, в общем, работает и без этого. Все, мы готовы, нажимаем кнопку «Копировать». Я включу таймер, вот здесь вот поставлю его, чтобы следить, сколько это по времени займет. И потом мы глянем, сколько же заняло это по времени, просто для интереса. Съемку я сейчас производить не буду, я ее остановлю. А мы вернемся, когда тут появятся какие-то приглашения, какие-то запросы каких-то действий. Я включил камеру на отметке 38 минут 29 секунд, чтобы увидеть, как идет миграция. Вот долгая подготовка шла, а сейчас появился наконец прогресс-бар, на котором показано, что осталось 3 минуты 52 секунды. Ну, в общем-то, посмотрим. На самом деле, реально дольше, конечно, будет. Продолжаем следить. Еще раз включил камеру, когда время прошло уже 50 минут. И появилась надпись, что осталось 19 минут 51 секунда. Ну, собственно, нам спешить некуда. Продолжаем наблюдать. Вот так вот. Итак, я успел почти секунду-две назад. Нам сообщила система о том, что вот сейчас 73 минуты, что операционная система была успешно мигрирована. Чтобы загрузиться в перенесенную систему, пожалуйста, проделайте следующее. Ну, понятно, что в BIOS выставить нужно диск, вот этот вот диск 1 модель HTM, вот это вот. Сделать его первым в списке. Обычно для этого нужно нажать такие-то кнопки и так далее. Ну вот и так далее. Сохранить конфигурацию. То есть мы что нажимаем «Закрыть», отключаем внешнее устройство, закрываем этот Paragon. Отключаем наше внешнее устройство и выключаем компьютер, чтобы потом зайти в BIOS. Так, 74 минуты заняла миграция. Включим ноутбук и посмотрим, что у нас теперь видно в BIOS. Зайдем в BIOS по кнопочке F2. Зашли, переходим в меню Boot и видим, что у нас первым уже стоит boot-менеджер нашего нового диска HTM, 2S и так далее. А вторым стоит наш диск, который был старый. Поэтому мы выходим, сохраняя изменения, и смотрим дальше, как компьютер загружается, с какой скоростью он загружается с нового якобы диска. Так, видно там таймер? Должно быть видно. Вот так вот смотрим. Здесь будет пятно от лампы. Я сейчас ее отведу вот так. Там секунды видны, это важно.
Сейчас он грузится с нового диска. И я что-то не могу сказать, что прям очень быстро. Может быть, это первый раз такая загрузка. Но ничего нам не мешает подколдовать чуть-чуть дальше потом с компьютером. Для того, чтобы ускорить его, удалив ненужный всякий софт левый, оптимизировав реестр, удалив ненужные всякие приложения, мешающие, как говорится, работе. Вот уже 47, 48, 49 секунд. О, смотрите, мы загрузились. Запускаем Chrome. И видим, что бац, и он уже запустился. Времени прошло всего 1 минута. Остановили. Помним, что у нас было 2 с лишним минуты, почти 3. Я вот здесь вот сейчас оттуда вырежу кусочек и подложу фоточку, чтобы увидеть. Посмотрим, как запускается теперь приложение. Вот еще раз Chrome запустим. Еще Word запустим, например, для примера. Первый раз Word запускается все равно долго. Он еще и не активирован. Понятно, это мы проблему решим. Так, ну давайте для чистоты эксперимента еще одну перезагрузку. Ну, в любом случае мы видим уже, да, что вот этот компьютер, теперь у него 2 одинаковых диска C и D. Один из них маленький, другой большой, старый. Вот этот старый мы отформатируем. Сейчас я покажу, как лучше это сделать. Лучше опять загрузиться в Сергея Стрельца и там удалить все, так сказать, все разделы. Но мы видим, что все файлы перенеслись, потому что здесь занято 375, занято 99,6 на старом, и на этом занято 99,4. Ну, то есть, вероятно, какие-то пейдж-файлы не перенеслись, а все остальное перенеслось. Ну что, выключаем компьютер. Завершение работы. Так, надоела мне эта вот борьба с этим внешним моим классным диском. Попробую с флешки загрузиться. Вот у меня есть флешка Стрелец. Вот она, флешка Стрелец UEFI. Давайте опять F2 понажимаем. Пусть будет помедленнее, но надежней. F2 жмем. Смотрим. Есть у нас USB HDD. Поднимаем наверх. Сохранить. И смотрим, что получилось. Успеет ли компьютер подать питание на флешку? Вот в чем вопрос. Вот вроде он успевает, и флешка сразу активирована. Вот, сразу грузится куда надо. Надо было мне с флешкой сразу, когда я понял, что вот эта штука, она требует питания и большего старта. А в других компьютерах она сразу подхватывалась и работала. Сейчас я зачем сюда гружусь? Для того, чтобы тот второй диск, старый, удалить на нем все разделы, создать новый, отформатировать, чтобы все было красиво. Потому что мы любим красиво, а не вот это вот все. Здесь немножко более старая версия Стрельца, но нужные вещи здесь есть, а именно программа, которая называется Mini, как-то Mini NT, что ли, Mini Partition. В общем, короче, как-то Mini она называется. Смотрим, где она тут. Все программы, жесткий диск. Mini Tool Partition Wizard, вот она называется, Mini Tool. Самая лучшая прога для работы с разделами диска. Итак, смотрим. Вот он решил, что у нас есть диск 1, диск 2. Вот наш диск 1, это тот старый диск, который терабайт. На нем вот куча всяких разделов, которые мы как раз и хотим удалить. С тем, чтобы от них избавиться, потому что у нас все разделы переехали на новый диск. Давайте вот здесь вот как раз есть Delete All Partitions. На диск 1, yes. Да, мы уверены. Все, теперь можно создать. Partition Label у нас будет Data, то есть для данных. Primary, NTFS, Drive Letter у нас будет Change Letter. Давайте сделаем, изменим букву диска на какую-нибудь F, потому что мне не нравится, когда C. Ну, в общем, это в операционной системе вот в этой это D, а в той должно быть C. У этого давайте сделаем, изменим лейбл и сделаем, что это SSD, чтобы не путаться. Так, вот у нас SSD и дата будет, да? Применить изменения. Ну да, у нас все закрыты. Теперь мы применяем изменения. Здесь, в общем-то, довольно быстро это все применяется. Прям магия, да, какая-то происходит. Так, тут просто переназначение диска. В общем, все. Все у нас успешно завершилось. Давайте выйдем отсюда. Вытащим флешечку и перезагрузим
Ну, точнее, выключим компьютер. И теперь финально включим и посмотрим, что у нас в BIOS теперь видно. У нас должен исчезнуть второй диск, как возможная загрузка с него. Смотрим boot. Ну, вот у нас только один диск для загрузки здесь установлен и виден. Это наш основной SSD. Выходим и смотрим, грузимся ли мы с нового диска. И что у нас в итоге получится. Пока никаких ошибок нет. Так, отлично, мы загрузились успешно. Посмотрим, что у нас в моем компьютере. У нас есть диск C, SSD, C и дата D. Все нормально, все легитимно. Управление, посмотрим дисками. Так, управление дисками. Диск 0, дата D. Все исправно, здоровое. Диск SSD, C. Все отлично. Ну, теперь небольшое колдовство по разгону. Итак, мы поколдовали над компьютером и настроили его. Выключили для финальной проверки. Ну что, финальную проверку начинаем. Запускаем и смотрим, сколько он грузится до запуска браузера. Отчетное видео для хозяина. 12 секунд, 13. Добро пожаловать. О, 20 секунд и уже загрузился. А если вот запустить браузер Яндекс? Браузер Яндекс запустился. И даже можно открыть поисковую строку. Вот она открылась. Сколько? 35 секунд, дорогие друзья. 38. Ну что же, таким вот нехитрым способом нам получилось проапгрейдить ноутбук Acer, вот этот вот прекрасный, который теперь грузится за 37 секунд вместе с запуском браузера. И всего-то надо было установить SSD дополнительно в новый слот и немножечко поудалять ненужный хлам с ноутбука. Я надеюсь, хозяин будет доволен. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока!